Полиция совершила обыск, у них отняли телефоны, компьютеры, маму забрали и увезли. Я научилась молчать. Это иррациональный страх, потому что ты ничего плохого не сделал, но все равно страшно. У осинки не родятся апельсинки, да, вот это вот все. Там весь набор. Это не знамя, это очень нежная девочка. Не плачь. Принимает одну первую самую передачку, и это может быть либо вещевая передачка, либо продуктовая. Ты не можешь смешать. Нельзя. Если ты постоянно начинаешь отвлекаться от того, что вокруг тебя происходит, ты перестаешь быть честным. Первый вопрос. Кому выгодно убивать младенцев? А? Нет ответа. Тишина в ответ, ты посмотри. Подожди, второй вопрос. Ну, так. А кто воевать потом за него будет? Так. А, тихо. Нет ответа. Тишина. А третий вопрос. Нет, да. А кто налоги за него будет платить ему? А? Тоже нет ответа. Все. Понял? Ничего не будет. Не будет ничего. Ничего. Пробил по переписи, сделал рассылку концов, так, с подарочным набором, поклонами, и все. Сейчас побида. До свидания. Все. Добрый вечер. Меня зовут Александр Андреевич, я директор независимого театрального проекта «Дочь писцов». Я вам хочу сказать несколько слов. К сожалению, мне их приходится подбирать в связи с тем, что наши девочки Женя Беркович и Светлана Петричук сейчас находятся в СИЗО по делу о нашем спектакле «Финист Ясный Сокол». Единственное, что мы можем сейчас сделать, это написать им письмо. Если у вас есть желание, если у вас есть возможность, пожалуйста, напишите письмо через сайт «ФСИН письмо». Это достаточно просто, поверьте мне. Беркович Евгения Борисовна, 1985 год рождения. Петричук Светлана Александровна, 1980 год рождения. Сегодня был первый спектакль с того момента, как Женя и Света арестованы. «Сокровище», да. Мы играли считалку 4 раза уже. Первый раз, когда Шура вышел, после спектакля заговорил про СИЗО, мы не знали, что он начнет это говорить. А у нас есть такая хохма, так как у нас очень слезовыдирающий режиссерка, она очень все делает для того, чтобы все время, значит, это сопли жевали. И в какой-то момент она сказала: за каждую слезинку штраф. И вот мы стоим, так, надутые такие, 4 жабы. Не заплакали. Не заплакали? Не заплакали. Ну, чуть-чуть. Ну ладно, окей. Первый раз заплакали, потом все. Было хотя бы одно сомнение, играть или не играть после ареста? Ни одного. Ты к нам приехал только что с проб. Да. В мае 2023 года ты одна из самых востребованных артисток в России. Чего? Ты все время ездишь на пробы. Ну, есть у тебя ощущение, что вот сейчас твоя карьера стартовала вверх? Ну, слушай, нет, такого ощущения у меня нет, потому что у нас вообще такая профессия, когда ты можешь полгода сидеть, вообще ничего не делать, а можешь за неделю 15 раз сходить на пробы. А потом опять полгода ничего не делать. У меня были такие периоды и до выхода в кино под названием «Фаина». Поэтому не могу с уверенностью сказать, но, конечно, да, есть ощущение, что меня стали чаще звать на пробы, просто потому что морда лица, наверное, как-то подпримелькалась. А что ты по этому поводу чувствуешь? Не знаю. Ну, наконец. Боже мой, как страшно. Да. Скорее, боже мой, как страшно. И я как-то стараюсь не чувствовать. Я просто такое количество всего чувствую последнее время, что круто, есть работа, ура. Вот. На каком цвете мы будем об этом говорить? Черненькая. Давай сольемся. Поехали. Ты не любишь, когда тебя называют Мариетта? Неправда. Многие люди меня называют Мариеттушка, Мариетка, Цыгаль, кот, птица, катан, чайка. Это Ксюша Сорокина иногда меня называет птица-чайка.
Я ее называю кота-птица, она меня называет птица. Нет, я не люблю, когда меня называют Мария. Это вот как тебя назвать Наташей. Потому что это другое имя. Хотя Мариетта в прямом переводе это типа маленькая Мария, но все равно это два разных имени. Ну, называл тебя, получается, папа, да? Потому что Мариетта Шагинян все-таки это его бабушка. Ну, я не знаю, как они там между собой договорились. Это с папиной стороны, да, пошла вот эта система координат, что детей называют в честь прабабушек и прадедушек. Поэтому я полная тезка. Мариетта Сергеевна. Точно так же, как Мариетта Сергеевна Шагинян. Потому что папу назвали в честь прадеда, меня в честь прабабки. В семье был культ Мариетты Шагинян? Мне кажется, мы вообще не про это. У нас нету культов. У нас есть Лена, папина сестра, Елена Викторовна Шагинян, которая как бы за всей вот этой вот махиной, которая у нас за спиной находится в виде бабушек, дедушек, прабабушек и вся вот эта вот история, она за всем за этим следит, у нее все аккуратно в папочках заархивировано и все на свете. И она долгое время занималась бабушкиным архивом, прабабушкиным. Вот. Но назвать это культом я не стала бы. Ну, ты вела про нее разговоры с отцом, может быть, с бабушкой, о том, как вот это сочеталось. С одной стороны, это человек, который написал Лениниану, а с другой стороны, человек, который писал довольно неплохие стихи, детские сказки, и говорят, что был не вот таким вот там ленинцем и сталинцем. Вообще нет. У нее под подушкой лежало Евангелие и этот марксизм-ленинизм. Это, кстати, я слышала, что это у многих людей того времени как-то сочеталось. У меня это не сочетается. Я не знаю, как это может сочетаться. Ну, ты сыграла, например, Фаину Георгиевну Раневскую от 18 до 86 лет. И это тоже такая сложная история, как сохранить себя по-человечески, при этом будучи и народной артисткой в СССР, и лауреатом Сталинской, Ленинской премии и так далее. Как ты думаешь, этот опыт будет тебе пригождаться сейчас, когда от артиста все-таки требуют высказываний? Сохранить себя, не предать себя, но при этом остаться в профессии и остаться на плаву? Не знаю. Посмотрим. Стараюсь не поступаться со своей совестью. Вот это для меня важно. И я очень надеюсь, что страх остаться без работы или желание кому-то нравиться или еще что-то не победит мою совесть и не потребует от меня выбора. Трудно это? Нет, это не трудно, потому что это выбор, который не стоит. У меня не возникает вопроса сказать правду или солгать. Я могу промолчать. Я могу промолчать, когда мне говорят какие-то вещи, которые категорически не сочетаются с моим мировоззрением. Или когда я вижу какие-то определенные там знаки или что-то, и я понимаю, что с человеком не стоит вступать в диалог на эту тему. Я молчу. Я научилась молчать. Как давно ты научилась молчать? Путем проб и ошибок. Вот раз сказала, два сказала, 3, 58, получила по башке, научилась молчать. Почему именно от артистов сейчас требуют очень четко обозначенной политической позиции? Вот почему-то трактористы нам не волнуют всех. А что скажут артисты и на чьей стороне они выступят, это прямо важно. От меня никто ничего не требует. Никогда не требовали? Нет. Я ходила, когда я хотела куда-то ходить и гулять. Я ходила и гуляла. Нет, я не выступала. В советское время в гардеробе едва ли не каждой женщины присутствовала вещь из Иваново. По статистике, каждый 4-й метр отечественной ткани был произведен именно в этом городе. Как же так вышло, что именно Иваново стал центром текстильной промышленности? Причина – сложные условия для земледелия. Тяжелый климат и местная почва с большим содержанием песка были совершенно непригодны для сельского хозяйства. И чтобы прокормить себя, крестьяне переключились на работу с тканью. Они производили льняные холсты и расписывали их, и уже в XVIII веке продавали плоды своего труда на экспорт за границу. А в следующее столетие ивановцы освоили хлопчатобумажное производство, и в этом им неожиданно помогла война с Наполеоном. Пожар 1812 года уничтожил почти все московские предприятия,
и цены и спрос на текстиль выросли. Сегодня одежду из качественных тканей делают бренды по всей России, а самый удобный способ найти ее в одном месте и купить по лучшей цене – воспользоваться клубом распродаж Чикирики. За 10 лет на рынке и последний год в моем телефоне он зарекомендовал себя как лучший помощник для шопинга. Одежда, обувь, товары для дома, косметика и даже бытовая техника от российских и иностранных производителей – все это можно найти на Чикирике, причем цена там будет ниже, чем на обычных маркетплейсах. Все дело в том, что Чикирики – это популярная площадка, где бренды устраивают краткосрочные распродажи, чтобы привлечь новых потребителей. Такая ценовая стратегия работает лучше любой рекламы. Скидки краткосрочные появляются каждый день и обновляются раз в неделю и достигают 70, 80 и даже 90%. Это точно стоит того, чтобы регулярно обновлять сайт или приложение. Кстати, пользоваться им очень удобно. После регистрации у вас появляется персональная лента, которая понимает ваши вкусы и показывает самые актуальные товары в разных категориях. Акционных предложений так много, что ими можно закрыть большинство потребностей в одежде и товарах для дома. Клуб Чикирики бесплатный и доступен для всех. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте или в приложении. Но с подпиской всего за 249 рублей в месяц скидок и интересных предложений будет еще больше, а сама подписка окупится уже с первой покупкой. Переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к клубу распродаж Чикирики и покупайте качественные вещи по приятным ценам. Это правда, что для подготовки к сериалу о Фаине Раневской ты встречалась с Еленой Камбуровой? Правда. Это было кино «Вино и домино». Я, значит, позвонила Елене Антоновне, достала как-то ее телефон, говорю: «Здрасте, я Мариэтта, вот я пробуюсь на роль Фаины Георгиевны Раневской, я бы хотела с вами поговорить». Пауза. Зачем? Ну вот вы музыкальный человек, может быть, вы мне что-то подскажете, что там можно, голос, шмолос, туда-сюда. Ты звонила, потому что она музыкальный человек, или потому что она с Раневской была знакома? Естественно, потому что она была знакома с Раневской, и плюс, как бы, вдруг она мне казалось тогда, что она мне как-то поможет голосовыми какими-то хитростями. Он сказал: ну хорошо, приходите. Но она знакома с моим дядей. Она очень любит всяких кошечек, собачек и все время ими занимается. Она вообще чудесная и прекрасная. И она, я когда пришла, она мне тут же, значит, на столе поставила скульптурку, которую лепил мой дядя. Этот вот мальчик-пес, который на Новослободской стоит. С папой вместе они его делали. Мне хватило наглости прочитать кусок проб ей свой. Что сказала Камбурова? Камбурова позвонила после премьеры и сказала: я была вчера, вот когда показали первую и последнюю серию в Театре Моссовета. Я говорю: как? Я ее не видела, я жутко испугалась. Вы большая молодец, сказала Камбурова. Это не стыдно и даже удивительно похоже. И я вам желаю, чтобы все дальше было хорошо. Вот что сказал Камбурова. А про Раневскую она тебе что-нибудь рассказывала? Ничего такого вот какого-то, знаешь, типа нового. Все, что есть везде во всех передачах. То, что вот Ниелова рассказывала всегда, и все, ну, как-то вот ничего такого, дополнительной информации никакой не было. А это тяжело по-актерски, когда ты бьешься, в общем, в окаменевший образ такой, ну вот там есть некий массив знаний общих о том, какая была Раневская. Есть сборник анекдотов и крылатых выражений от Фаины Раневской. Отодвинут мною лично. Да, и дальше ты пытаешься сквозь вот эту окаменелость прокопаться к человеку, каким он вообще был. Или каким ты хотела бы его представить. Никто никогда не видел, да. Ну, вот смотри, во-первых, у меня есть мантра, что все-таки мы играли не Раневскую. Да. Во-вторых, я делала так. Вот, например, голосово. Я брала, значит, вот мы снимаем какой-то определенный период, я брала несколько кино, которое было... Нет же ни одной, записи, где Раневская разговаривает человеческим языком. Везде она в какой-то маске, в какой-то роли. Даже когда она дает интервью. Единственное, что есть, это вот последнее интервью Крымовой. И там еще кусочек небольшой. И
Ну, это очень сложно. И я брала, и я вычленяла, как, знаешь, как парфюмер, который отсюда кусочек нотки возьмет, отсюда кусочек нотки, отсюда. Вот здесь вот у нее одинаковая буква «Ч». Значит, это точно ее, а не маски. А здесь вот одинаковая буква «Х» или слово «музей» или «режиссеры». Вот, ага, это тоже значит ее речевая особенность, а не персонажа. И вот то же самое я делала и про человеческие какие-то нотки, приплетая к этому еще все рассказы, которые они есть, все там передачи и мое какое-то личное восприятие человека через книги, роли и интервью Крымовой. Расскажи про этого человека. Какая была на самом деле, по-твоему, Раневская? Я не была с ней знакома. Я не видела ни разу ее живьем. Но мне кажется, я себе придумала. Для меня Фаина Георгиевна Раневская была человеком очень добрым, очень сострадательным, и это вело ее по жизни в любых ее поступках и в любых ее реакциях на то или иное обстоятельство. Она обладала невероятным чувством юмора, и при вот этой вот своей мягкости тела внутреннего, в этом мягком теле находился невероятный стержень, который уже двигал ею, когда она все эти шутки-прибаутки и чувство юмора ей в этом очень сильно помогало. Вот как-то в двух словах так. А это был одинокий человек? Да, очень. В каком году начал сниматься сериал? Я понимаю, там была длиннющая история. Сниматься вот прям с первый съемочный день был 14 июня 2021 года. А вышел он в 2023 году? Да. Нужно ли было тебе подписывать какие-то дополнительные бумаги в связи с тем, что сериал вышел в том числе и на Первом канале, связанные с твоими интервью, с твоими высказываниями, с твоей позицией по какому-то вопросу? Нет, ничего такого не было. А если бы предложили подписать? Я даже не знаю, о чем ты говоришь и как это выглядит, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я думаю, что ты тоже без меня видела везде скриншоты о том, что я там обязуюсь не комментировать... Нет. Ну ладно. Не видела. Кать, мне есть чем заняться, блин. Ну, правда. Потому что говорят о том, что съемки в любом сериале или в кино сейчас, они напрямую связаны с подписанием обязательств не выступать с антивоенной позицией. Так я и не выступаю. А ты не выступаешь, потому что ты подписал или потому что так себя чувствуешь? Я ничего не подписывал. У меня есть позиция, она касается меня и моей совести. Я не буду делать ничего, что этому противоречит. Но рассказывать об этом кому-то, доказывать или митинговать на эту тему я не буду, потому что у меня есть семья, ответственность, а сейчас еще не только за себя и за свою семью. Ну, я просто не понимаю, зачем это обязательно произносить. Типа, если я об этом не хочу говорить, то я об этом просто не говорю. И те, кто думают и считают, что со мной такого не может произойти. Ну, конечно, это не моя история. Я уверена, такие сидят в зале. Вы просто не представляете, какие женщины туда едут. Потому что ей всегда на крючке сорваться очень тяжело. В спектакле «Финист Ясный Сокол» ты тоже играешь. А у вас в начале, в середине или в конце того, как вы играли этот спектакль, были сомнения в том, что это может оказаться противозаконным? Даже близко нет. Даже близко нет. А в интервью нам Беркович рассказывала о том, как перед постановкой текст спектакля, пьесу, она показывала представителям мусульманских общин, чтобы не было оскорбления чувств верующих. Ты вот когда не разбираешься в чем-то, ты должен обязательно проконсультироваться, проверить, что ты никого нигде не обидишь, не заденешь и так далее. Вдруг ты какое-нибудь слово нечаянное скажешь, которое ты сам не понимаешь, что означает, а окажется, что это там вдруг по-польски жопа окажется, да, например. Или кто-то есть, кто вот так вот говорит «да», а так говорит «нет». Потом у нас помреж наша Амина Мендиярова, она мусульманка, она религиозная, она в хиджабе и все на свете. Мы с ней все время консультировались, она перед каждым спектаклем варила бисмилля, там выключала свет и все на свете. Ну, то есть мы очень-очень старались, чтобы никуда, ни с какой стороны не задеть человека. И даже
суть-то спектакля в том, что мы и девушек этих не задеваем. Мы старались показать, каким способом их обманули. Мы старались показать на их примере, чего можно бояться и чего нужно опасаться. Представление о том, что кто-то может написать именно на этот спектакль донос, вот какие-то подозрения в этом были? Нет. Нет, была какая-то история про то, что девчонки ездили, я не ездила в тот раз, я не играла. Ездила Света, они ездили в Нижний Новгород, что ли, или что-то там спектакль на фестивале отменили, потому что кто-то где-то пожаловался и сказал, что вот, ну, что-то там такое, экстремизм или что-то такое. Ну, как-то это было, ну, отменили спектакль, и окей. Сейчас речи о том, чтобы играть в «Финиста Ясного Сокола» нету? Ну, а как мы можем играть спектакль, из-за которого под следствием находится режиссерка и автор текста? Ну, это странно будет. Это, в общем, наверное, будет нарушение какого-то закона. Но вы все люди... Нам никто не предлагал. Люди, которые причастны к этому спектаклю, вы ощущаете, что, в общем, опасность и рядом с вами тоже? Ведь получается, что вы соучастники, а не просто труппа театральная. Я не вижу состава преступления, поэтому... И я сейчас в данный момент настолько занята какими-то бытовыми вопросами, связанными с передачками и прочими вещами, что я как-то даже не успеваю об этом подумать. Нет, ну, наверное, поначалу, когда все это произошло, естественно, какое-то вот только-только, когда утром я получила вот это вот, значит, известие веселое и радостное, мы даже не поняли, что произошло. А тебе Женя написала? Женя не успела, у нее забрали телефон, не дав даже позвонить адвокату. Мне написала ее дочка. Срочно приезжай, у нас полиция. Но я спала и приехала не срочно, а только через час, когда уже все, собственно, случилось. И когда только уже мы доехали, узнали, где она. Ты мне позвонил, вот в этот момент я первый раз подходила к следственному... Что это? Не изолятор? Следственный комитет. Следственному комитету, да. Вот только там, когда я туда пришла, я, собственно, поговорив с Женей, увидев Свету, я все уже как-то начала более-менее состыковывать. И, конечно, да, конечно, было страшно, потому что непонятно, что ждать вообще, что сейчас дальше будет. То есть это иррациональный страх, потому что ты ничего плохого не сделал, но все равно страшно. Как сейчас строится твой день? И очень по-разному. Вот сегодня, например, у меня была утром смена, потом я приехала, должна была отправить посылку с книгами для Жени, но не получилось. И я выяснила сегодня, что до сих пор посылка, которая была отправлена в прошлую пятницу и была в СИЗО доставлена во вторник рано утром, до сих пор ей не отдана. В ней одежда, продукты. Я позвонила в СИЗО. Посылкой это было отправлено продукты в том числе, потому что записаться в электронную очередь в СИЗО номер 6 невозможно. Вот девочку посадили 5 числа мая, а ближайшая запись была на 30 мая на электронную очередь. А без электронной очереди не принимают. Принимают одну первую самую передачку, и это может быть либо вещевая передачка, либо продуктовая. Ты не можешь смешать. Нельзя. Не надо смотреть на меня и искать в этом логику. Я не знаю, она есть или нет, и в чем она. Мы выбрали вещи, потому что девки без трусов, без носков, без зубных щеток. И дальше мы приехали, попытались передать передачку с продуктами. Нельзя. Вы первую передачку уже без очереди передали. Теперь по очереди. Нет возможности записаться в очередь. А мы что можем сделать? У вас хотя бы лист ожидания есть? Я говорю, есть. Мы приходим на следующий раз с записью в листе ожидания. А кто вам сказал? Вот другая смена сказала, что если лист ожидания по живой очереди... А там нет никого. Там никто по электронной записи, но там было 2 человека по этой электронной очереди. То есть чисто технически, физически они принять могут. Вот они выглядывают периодически, говорят, там Пупкин, Вуськин, Гугуськин. Нету никого. Я говорю, я вот здесь по живой очереди, вот у меня тут 20 килограмм сыра и колбасы. Потому что мы думали, что Женьку переведут в общую камеру, и как-то хотелось, чтобы она туда... Не с пустыми руками. Ну, как-то да, ну, как в гости приходишь, ну, как-то, чтобы там, со всеми подружиться. Ну, это логично, в этом есть логика, потому что сама Женька ничего не хотела. Нет, нельзя. Идите на почту, отправляйте на почту. Хорошо.
Мы забрали то, что, естественно, протухнет, типа, совсем точно протухнет, типа, какие-то сырки, я не знаю, клубнику девкам я отвезла все. А какие-то такие запакованные колбасы, малбасы и прочее я отправила этой посылкой. Плюс вещи, там какие-то джинсы, футболки, пилочку для ногтей. Ну, отправили в пятницу. Во вторник все было в СИЗО. Я радуюсь, думаю, слава богу. Женька, наконец-то. Колбаски поест вкусный. Сегодня у нее была Карпинская, которая пришла после этого и сказала, ей ничего не отдали. Я звоню в СИЗО, я говорю, простите, ради бога, с ними нельзя ругаться. Я говорю, простите, ради бога, извините, а почему, вот во вторник, если у нас, то отдадим. Я говорю, а когда? Говорит, это день в день мы не делаем же. Там сыр, он протухнет, вещи будут вонять. А что мы можем сделать? Значит, мы выбросим, если протухнет. Я тебе не вру, ты же понимаешь. Ты спрашиваешь, как мой день. Знаешь, вот я сегодня приехала на съемки, и меня продюсер исполнительный Оксана, мы с ней уже второй проект делаем, поэтому она ко мне хорошо относится. Она говорит, как ты? Я ей в 2 словах рассказываю. И она выходит из гриб-вагона такая... Я говорю, не надо было задавать провокационных вопросов. Но у тебя в связи со сложившейся ситуацией ни один проект не остановился, тебя ниоткуда не выгнали. Как друга врага народа. Подожди, у нас во-первых, у нас следствие идет, во-вторых, нам такую статью, Женьке, не приписывали, то, что ты сейчас произнесла. Это разные статьи совершенно. Вот. Нет. Пока, по крайней мере, я никаких не вижу последствий моей дружбы с Женей. Но есть такое ощущение, что как будто бы эта система специально устроена таким идиотским способом, чтобы человек не почувствовал себя, что ли... Человеком? В комфорте. Это очень смешно. Мой сын, я собираю вот эту дурацкую, проклятую передачку. Если ты передаешь передачку, то все должно быть распаковано. Каждая конфетка, каждый чайный пакетик, каждая сигареты должны быть. Все. Ты все распаковываешь и складываешь по прозрачным пакетикам. Если это посылка, то все наоборот должно быть запаковано и находиться в заводской упаковке, не вскрыто. Чтобы они там... То есть ты должен заранее решить, у тебя передача или пакет? Совершенно верно. Посылка. Да. И я накануне, когда я поехала, купила все, дома перед спектаклем я, распаковываю эти конфеты. Их там 4 мешка этих конфет. Шоколадные, мармеладные, сосучие, вот это все. Я звоню Грише, я говорю, Гриш, ты не мог бы мне помочь? Я говорю, у меня время всего час. Гриш, твой сын? Да. Я не успеваю. Можешь мне прийти помочь конфеты распаковать? И мы с ним все это распаковываем, и он стоит так лениво это все распаковывает. Говорит, а это что? Я говорю, это Женьке передачка. Он говорит, нормально она там устроилась. А что, говорит, вообще нормально, можно и пожить в этой одиночке. А что, я пожил. Это первый близко тебе человек, который сидит в тюрьме? А СИЗО и тюрьма – это одно и то же? Нет, но близко. Да. Но она уже там не первый раз. Бери сына, жену и валяй отсюда прямо с утра. Ты же больной, что ли? У меня ипотека. Просто болей. Завтра здесь будет очень плохо. Дуй в Египет или куда угодно. Мне нельзя вам говорить. Я почему-то говорю вам. Слышь ты! Ебей хренов! Как ты закусываешься надо? Человек, господи, почему эти люди такие дебилы? В смысле дебилы? Ты сам дебил, и что там? Ой, реально, надо в Египет ехать. А у тебя есть рабочая сторона? Не знаю. У меня есть тут сломанный нос, который при крупном плане выглядит козявкой. А так все остальное, в общем... Как ты нос сломала? Мне было 3 года, я упала. Врачи сказали, что выправится, поэтому не надо поправлять. И родители не стали поправлять, и так и осталось.
Твои отношения с твоей внешностью каким образом складывались с течением времени? С трудом я ее долго принимала. То есть я была толстая, и плюс еще как бы я привыкла к тому, что меня все детство называли крокодилом, уродом, коровой. И еще папа у меня были вши в какой-то момент летом. Меня постригли даже короче, чем тебя. Спасибо. Это сейчас можно просто помыть вот этими вот какими-то штуками голову и ничего не стричь. А тогда керосин, вот это все классика жанра. Вот. И папа меня долго называл мальчик Паша и мальчик Миша. У меня был стандартный набор моей одежды. В Коктебеле я ходила в трусах в 2 парах. Одни были здесь, как положено, а вторые были на голове вместо панамы. Ну, ты понимаешь, во что я могла вырасти с таким детством? Но, тем не менее, в каком-то раннем интервью твоих родителей, когда ты там маленькая, ну, правда, достаточно полная, бегаешь в кадре, Да, ты нет, говоришь, я была ты собираешься такой... быть балериной. Балериной. Не балериной, а балериной. Да, это было... Я не знаю, почему я так сказала. Твоя мама тоже собиралась в балет сперва идти? Я думаю, что я вот поэтому это слово и сказала. Я типа на балете была раза 3 в жизни. Я плохо представляю, что такое балет. Я жутко некоординированная, я никогда не занималась танцами. И откуда это словосочетание вылезло, я, видимо, хотела как-то выступить. Я не знаю. Ну, а вот это вот крокодил, уродина, это кто говорит? Кто-то произносил слух? Ну, нет, уродина, ладно, это я маханула, конечно. Но корова, да, корова. И мальчик Миша, мальчик Паша. Это родительская? Ну, папа, да. Ну, а что? Ну, слушай, если вот эта чашка с кофе, я же не буду ее называть бокалом вина. Правда? Ну, мне кажется, что все-таки красота и уродство понятие субъективное. И чем чаще ты человеку говоришь в детстве, что он красивый... Ну, давай сейчас только не начинать шеймить моего папу за то, что он мне там что-то неправильно в детстве говорил. Тем более у вас тут раз-два еще где-то. С тобой мы отдельно на эту тему потом попиздим. А вот это все не разведешь. У тебя же действительно этот год первый, когда ты стала давать интервью. До этого у тебя были традиционно очень тяжелые отношения с журналистами у вашей семьи. Да. А почему? Потому что очень не люблю говорить о том, о чем говорить бессмысленно, не люблю повторяться. Совсем не доверяю вообще людям. Я не могу назвать этих людей журналистами, потому что это подонки. Люди, которые направлены на то, что надо жирочек собрать. Вот это вот все, вот это вот люди, которые приезжали... НТВшники всякие, экспресс-газеты, вот это вот вся херобора, которая приезжает. Ну, то есть у них вообще нет никаких границ. Они снимали переноску, когда маму выносили из квартиры. Они стояли под подъездом, у них там какие-то свои каналы. Вот как бы время смерти констатировано, все, они уже, блядь, под подъездом. И ждут, когда будут выносить труп. Им похуй. Им похуй. И мы как бы с папой по понятным причинам в первые моменты совершенно были в такой какой-то абстракции. И да, что надо что-то кому-то сказать, да, давайте. А потом, когда из этого начали брать и делать, резать, монтировать, это же еще монтируется каждый раз. Тебе задают один вопрос, а потом монтируется, за кадром произносится другой вопрос, и твой текст вставляется. Потому что у людей вообще нету представления о порядочности, о том, что надо, не надо. Я так часто стала давать интервью просто потому, что я должна была это сделать, а не потому, что типа я очень хотела. Ну, у меня это в контракте прописано, что я участвую во всех промо-акциях, связанных с выходом картины. Ну, короче, нету никакого доверия, нету очень много гадостей. И потом, да, о чем мне рассказывать? Ну, вот мне звонят, говорят, мы хотим сделать передачу про Любовь Григорьевну Полищук. Я говорю, замечательно, классно, делайте. Дайте нам интервью. Я говорю, я уже все, что могла сказать, я все сказала. Если вам нужна какая-то помощь
в подборе материалов, какие-то фотографии, какие-то там, я не знаю, факты и прочее, пожалуйста, ради бога, я помогу. Я буду счастлива. А вот это вот сидеть и в очередной раз копаться в том, какая мама была дома, ну, а зачем? Кто какая мама была дома, это наша. Это не ваша. Ваша – это кино. Вот хотите про маму передачу, делайте про маму передачу. Про кино. Про ее профессиональную деятельность. Отвалите от кухни домашней. Почему я должна вам рассказывать, как у меня дома выглядит быт? Почему вы мне не рассказываете этого? Я не люблю подглядывать в чужие замочные скважины. Кто-то любит, видимо, но это их половые проблемы, не мои. А вот этот характер дерзкий, он у тебя в кого? Во всех сразу. Как это говорят? У осинки не родятся апельсинки, да, вот это вот все. Там весь набор. Почему у тебя двойная фамилия? У меня была фамилия Цыгаль с детства. У Леши была фамилия Макаров с детства, папина. И мама всю жизнь говорила, вот, родила 2 детей, ни один на меня, значит, не похож. Мало того, что не похож на меня, так еще и без моей фамилии. Особенно с учетом того, что оба идиота пошли в эту профессию. Ну, как-то странно, да, вот это. Сын Полищук, дочка Полищук. И все, мы все сами добьемся, все сами добьемся. Когда мамы не стало, мне было 22 года, и это придумал Миша Ширвинд. Он позвонил папе и сказал, что Сереж, а тебе не кажется, что было бы здорово, если бы вот Маша... И как-то вдруг мы с папой так друг на друга посмотрели и поняли, что ну хотя бы в память о маме это будет правильно. И я очень жалею, что я это поняла так поздно. Гоношиться тем, что я всего сама добьюсь, никто, значит, мне не помогал. Ну, это такой подростковый идиотизм, который я, к сожалению, не успела истребить до того, как мама умерла. Если есть что-то там и где-то, в чем я сильно сомневаюсь, но, допустим, если вдруг есть такая вероятность, то, может быть, хотя бы так мама об этом узнает, и ей будет этого радость. Ну, для тебя это высокая мера ответственности, чтобы соответствовать А ты как думаешь? маме? А я не знаю, потому что, понимаешь, можно вообще исключить для себя любые сравнения, а можно поставить себе эту планку. Нет, я не ставлю себе планку, до которой я не дотянусь никогда в жизни. Ну, зачем же? Я же реалист. У меня другая планка. У меня планка не осрамить. Вот как бы... Я всю жизнь ужасно боюсь, что я сделаю что-то, из-за чего я как-то буду марать папину или мамину фамилию, или там бабушкину, или дедушкину, прабабушкину. У меня такой нормальный там этот хвост кометы, который мне приходится все время о нем помнить и как-то блюсти. Ты выросла в семье, где есть, значит, вот есть папина линия, которая Арбатский дом, где был памятник Окуджаве, Да, правильно? Да, я там даже жила несколько лет. Не надо завидовать. И есть омская линия мамина, да, где мама швея, строитель, а папа строитель. Да. Это, в общем... Про рабство. Ну, в общем, он был очень рукастый. Как эти две линии пересекались, как они между собой общались, и был ли в этом, ну, какой-то конфликт культурных страт? Конфликта я не помню. Бабушка с дедушкой омские приезжали несколько раз в Москву, вот там на моей памяти, и чудесно, значит, встречались с этими бабушками, дедушками. Есть даже фотографии какие-то, как бабушка с дедушкой мамины, ну, в смысле, омские, приехали, и мы все вместе поехали с папой на Сенеж, в Дом творчества художников, куда папа ездил там каждые какие-то несколько месяцев, ездил там работать. Вот. Я не помню никакого конфликта ни у кого никогда. И по сей день там вот все, что осталось, там моя тетя с одной стороны всегда интересуется, как тетя с той стороны, и все такое прочее. А маме трудно было? Я с ней на эту тему не разговаривала, но я помню, что
какой-то был такой разговор про то, что вот это вот все антиквариат, вот это вот антикварная мебель, посуда и все такое прочее. И папа всегда говорил, что Любка как-то моментально это все впитала в себя, как губка, и стала в этом разбираться лучше, чем папа и бабушка, которая всю жизнь в этом прожила. Вот. И как бы вот это все мама. Эти все антикварные буфеты, поставцы и вот эта вот вся лабуда пыльная. Весь этот Арбат – это от Мариэтты, правильно? Там вообще с этой квартирой была какая-то такая история. Они жили в соседнем подъезде. Жили там бабушка с дедушкой, Мария Сергеевна, ее сестра Лина и, по-моему, уже даже Лена, вот дочка. И там было до чертовой матери. И эти все, значит, художники, бабушка писать. Там всем надо где-то было располагаться. И квартира была какая-то небольшая. А в этой квартире, это была двухуровневая квартира, что-то там 140 метров. Архитектор, который построил этот дом, эту квартиру строил для себя. То есть там это 6-этажный дом, а над ним еще вот эта вот пристроечка. И как-то этот архитектор довольно быстро скончался, потом эту квартиру отдали какому-то академику, шмакадемику, который тоже довольно быстро откинул сандали. И там осталась одна эта вдова этого академика-шмакадемика. И как-то бабушка, значит, выносила мусор, и та тоже выносила мусор. Когда они во дворе встретились, и так говорит: слушай, у вас большая семья, давайте махнемся. Что вот это вот? И они махнулись. Вот, и они просто поменялись? Они просто поменялись. И дальше уже, я не знаю, сколько лет там прожила наша семья, но очень, лет 40, больше даже, наверное. Чтобы закончить все желтые темы, должен прозвучать еще вопрос. Это правда, что со своим братом Лешей вы поссорились ровно из-за этой квартиры? Нет. Во-первых, желтые темы говорят, что мы с братом Лешей поссорились из-за другой квартиры, из-за маминой. В которой мы с мамой и с папой жили. Это бабушкин, дедушкин, вообще не имеет никакого отношения. Ни ко мне, ни к Леше, вообще никаким боком. Так. А во-вторых, мы не поссорились. Ладно. Вообще, вот прикинь, нравится им так рассказывать. Окей, нравится им об этом говорить и писать везде, что... 16 лет Алексей Макаров и Мариэтта Полищук-Цыган не разговаривают, не переписываются, вообще не знакомы друг с другом, с детьми друг друга, и не ходят друг к другу в гости, и все такое прочее. Откуда это пошло? Откуда-то пошло. А почему вы с этим никак не спорите? А зачем? Кого ебет чужое горе? Вот просто из принципа. Почему я должна кому-то что-то объяснять про свою семью? Про работу, пожалуйста. Почему я про свою семью должна кому-то что-то рассказывать? Я с удовольствием читаю эти комментарии про то, как вот это все. Я даже цитировать не хочу, противно. С мамой у вас были трудные отношения? Я не была взрослым человеком. Я только-только закончила институт. Театральный институт. Это не взрослый человек. Это 7-летка с сознанием 20-летнего подростка. Вот так примерно. Во взрослого человека стихийно превратилась, когда мамы не стало. Когда мама уходила, превратилась резко, стихийно во взрослого человека, потому что вдруг оказалось, что надо очень за многое нести ответственность. Потому что, как в любой нормальной семье, мама больше всего... знаешь, такие бытовые вещи, типа счета за квартиру оплатить. Правда, даже не знал, где они лежат, эти счета за квартиру, как это делается. То есть, зубные щетки какие-то поставить, стаканы и так далее. У меня были, с мамой нежные отношения, как у дочери, у мамы. Я ее очень любила и люблю. Но вот так вот, как следует подружиться... Мы прям успели, совсем на бегу. То есть, это произошло буквально вот за последние 1,5-2 года. И все. Это очень короткий срок для такой настоящей большой дружбы. Ты смотришь ее работы? Или это больно? Ты знаешь, интересный вопрос. Я в какой-то момент задумалась о том, что мамы нет уже много лет, и я задумалась о том, что мне, наверное, чуточку легче, чем другим людям, у которых рано уходят родители, потому что я в любую секунду могу нажать на пульт и посмотреть на маму
Потом я поняла, что нет, легче от этого не становится. Во-первых, потому что это все равно не мама, а это персонаж. А во-вторых, потому что когда ты смотришь и не можешь там потрогать, ну это же мама. Мама, она... Это очень тактильное существо. Иногда можно не разговаривать, а просто вот прийти и прислюниться. Вот этого очень не хватает. Ну и, конечно, не хватает очень разговоров, каких-то вопросов. Очень многие хочется. Но ответы на вопросы, которые мне даже не пришло бы близко в голову когда-то тогда ей задать. А сейчас этих вопросов столько, и на них нет ответов. То есть я могу только предполагать, какие там могли бы быть ответы, но их нету. И это очень бесит. И я в последнее время, ну, то есть если мне где-то что-то попадается, ну, я смотрю, естественно, там, кайфую и все, но не могу сказать, что это прям целенаправленно. Ну, там, пару лет назад мы с Гришей с удовольствием посмотрели вместе «А чё это ты во фраке?» запись спектакля. 31 июня, там я ему показывала тоже фильм. Ну, вот как-то так. А ты можешь отстраненно смотреть, пытаясь научиться у нее чему-то? А я это уже делала. Она никогда меня осознанно этому не учила, но так как я довольно много времени проводила с ней на репетициях в театре, иногда она даже брала меня как-то на съемочную площадку, и я всю жизнь у нее этому училась просто дома. Потому что она дома там повторяла текст, она дома что-то рассказывала про то, как она работает, про то, про сё. Это, ты все равно же это все впитываешь. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. И я понимаю, что я очень-очень многое от нее взяла там, в отношении, например, отношений к людям там, на площадке в кино или в театре, или где-то. Да. В отношении профессии я не знаю. Я иногда, бывает, там, мне говорят кто-то, что вот, ой, вдруг вот тут как мама, вдруг что-то там проскочило такое похоже. Но я это не могу видеть. Это же не... Ну, ты сам про себя не очень видишь такие вещи. Я вообще плохо понимаю, как я могу быть на маму похожей со своим этим хоботом и вообще всем вот этим вот. Это правда, что у тебя была супер протестная юность? Ты прокалывала пупок? Да. Ты пыталась сделать татуировки? Почему пыталась? Сделала. А что ты такое? Японский иероглиф терпения. Don't ask вообще. Мне кажется, подросток не очень понимает логическим каким-то путем, что он делает. Он просто делает, чтобы все отстали, чтобы показать всем, что ты другой, чтобы обратить на себя внимание. Не знаю. Я думаю, что я скорее хотела как бы соответствовать некоему уровню, но по-другому. Ну вот, чтобы стать тоже, как бы, чтобы меня тоже было много, но не так, как они, чтобы перестали соединять, идентифицировать. А, то есть перестали говорить, что ты Полищучка? Ну, наверное, да. А кто так говорил? Ну, в школе. В школе так говорили? При том, что у тебя фамилия Цыгаль? Да. И в больнице, когда я лежала. Но там-то все добрые были. Там просто, чтобы я уже была такая родная, я там провела вообще 80% своего детства. Ты такая, уши болели? Я очень любила в больницу ложиться. Я даже иногда в нее просилась, когда в этом не было необходимости. Я там была королевишна. В школе я была такой... Не популярный задротик, а в больнице я приходила, я все знала, где что лежит, где какие лекарства, когда во сколько точно начинается обход, когда обед, когда ужин, где можно стибрить из бака батон хлеба ночью, кого надо пастой обмазать, кого не надо пастой обмазать, какой матрас уже подписан, где сердечко от этой девочки осталось. А еще если совпадало, что мы вместе ложились с девочкой или с мальчиком, с которым мы уже лежали когда-то в этой больнице, в этом отделе. Это вообще было просто ураган. А в каком году ты перестала болеть ушами? Как по щелчку в 16 лет. Плям, все. Не знаю, как-то. Вот гайморит прошел и отит.
что-то какая-то перестройка в организме щелкнула и перестала глохнуть, вот это все прошло. А, кстати, у вас же бабушка Мариэтта... Поэтому, да, все и боялись, что я буду глохнуть. Потому что я прям глохла. У меня были истории, когда я сидела вот на таком расстоянии от учительницы по английскому языку. Она орала «Цыгаль», а я ее не слышала. Вызывала меня к доске, а я сидела, что-то писала. Пока меня сзади не начали тыкать. Я не поняла, что меня зовут. Как так получилось, что ты стала опекуном дочек Жени, приемных дочек Жени? Ну, во-первых, законный опекун Женин муж, Коля. Коля. Да. Вот. А во-вторых, так получилось, что Кира, младшая Женина дочка, она у нас появилась, собственно, вместе с Женей. Нас фестиваль «Территория» позвал на воркшоп с детьми в детском доме в Дзержинске под Нижним Новгородом. И там мы познакомились с Кирой. Потом, когда мы каждый раз, когда занимались всеми этими историями с детьми из детских домов, театральными, мы всем этим занимались и всегда искали тех детей. Очень не все дети хотят, чтобы их забирали в семьи. Вот. Но мы всегда интересуемся и ищем тех детей, которые заинтересованы в этом, и потом, если они заинтересованы, то мы их пристраиваем. И вот как бы выяснилось, что Кирка хотела в семью, и мы нашли эту семью, а потом ее приемная мама заболела, и срочно, значит, либо Кира и вторая девочка, которая уже к тому моменту тоже у приемной мамы была. Аня. Да. Либо они обратно разъезжаются по учреждениям, либо, и случилось, либо и Женя их забрала. Поэтому как бы я просто, мы были знакомы с Кирой. С Аней, собственно, Женя познакомилась вот в процессе этой истории. И каждый раз, когда Женьку... у них есть вот сова, наша прекрасная Ира сова, которая няня официально. И есть такая вот тетя Мариэтта, сестра Женя. Сколько лет вы с Женей дружите? Мы познакомились в 2015 году. И, где-то, наверное, уже через год мы вообще не расставались. Мы сделали фестиваль. То есть я сделала фестиваль, а Женя в нем была режиссером, а дальше уже как-то все это пошло, поехало, и в результате это превратилось в наш не общий фестиваль, и все эти наши общие радости в виде фонда благотворительного и всего остального. История про фонд «Я не один», который вы придумали, и фестиваль «Я не один», который вы придумали, в общем, с Беркович и реализовали, и воплотили в жизнь. Угу. Что это вообще за штука такая, и почему вам... Придумал фестиваль, на самом деле, Юра Тхагалегов, с которым мы работали в театре вместе. Но он изначально был придуман иначе. Он изначально был придуман, что там некая лаборатория, режиссеры селятся в детском доме, живут в быту детского дома. Изначально это была работа на то, чтобы дети, живущие в детских домах, узнали, что есть еще профессии, кроме парикмахера, повара и столяра и маляра. Вот, что есть театр и кино, что есть мир, в котором как бы очень много всего интересного происходит. И того же столяра можно, человека с теми же навыками, что и столяр, например, можно в кино очень интересно тоже как-то задействовать. И ты попадаешь в какую-то компанию людей, которая зачастую превращается в твою семью. А потом уже с Женькой уже это стало расти и больше превращаться в том числе пристройство детей по приемным семьям. Помимо того, что мы им рассказывали про профессии, показывали в действии, как это все работает, привозили им мастер-классы и так далее, туда еще через нас там энное количество детей попало в семьи. Единственное, чему мы реально научились за это время, то есть, наверное, не единственное, но одно из самых важных, это то, что невозможно такую махину держать вдвоем. Должна быть большая команда. И эту команду надо грамотно собрать. Мы это не умеем. Вот мы набрали там, условно, 35 детей на фестиваль. Эти дети уже наши, все.
Мы уже дальше, даже переставая, как бы фестиваль закончился, они ушли, кто-то в приемные семьи, кто-то обратно там по учреждениям. Но мы все равно с ними как-то должны поддерживать. А как бы их не может быть больше, чем их может быть. А когда еще у тебя свои... Ну, то есть, на самом деле, когда у Женьки появились свои дети, это случилось ровно в тот момент, когда мы получили грант на проведение вот второго фестиваля. Мы ехали как раз... Звонок по поводу девчонок поступил в тот момент, когда мы ехали то ли из дома отдыха, с которым мы договаривались, что там будет фестиваль, то ли из очередного детского дома, где-то из Подмосковья. У нас все как-то в радиусе вокруг 100 километров от Москвы. И вот мы ехали по Трешке, мимо Сити. Я прям помню это. И вот позвонили и сказали, что это... Что-то надо делать срочно. Что делать-то? Мы отказались от гранта. Нам любезно разрешили им воспользоваться через год, на будущее лето. Но на будущее лето случилась пандемия. И все. Ну и как-то, когда, знаешь, одно за другим вот так вот все. Но те 35 детей, которых вы первыми взяли, с кем-то из них ты поддерживаешь отношения до сих пор? Ну, с кем-то, да. Я про кого-то знаю, что происходит в жизни. Ну, про большинство, на самом деле. Я все знаю, что происходит в их жизни. А ты можешь сказать, вот эта встреча их с вами, вас с ними, в их жизни что-то по-настоящему изменила? Для кого-то, да. Если они после фестиваля попали в приемную семью. Ушли из детского дома. Для кого-то нет. У нас были пацаны, у нас было одно из учреждений, я так и не поняла, честно говоря, что это было. Оно и не тюрьма, и не детский дом. Но при этом оно за колючей проволокой. Но при этом они там учатся и живут. Они даже там в тот момент, когда мы проводили фестиваль, они даже сами не очень понимали юридически, они к Минобороне или к Минобразованию относятся. То есть там были проблемы у нас с заполнением документов. И там были ребята вот с какими-то приводами такими легкими, типа машину ограбили, еще что-то. Ну, то есть, условно говоря, для непростых подростков, там, которые могли бы отправиться в колонию, но они отправляются вот в это вот учреждение, у которых там еще и проблемы с семьями. Вот, и там... Ну, вот я знаю, что оттуда, например, мальчик пошел на дизайнера. А другой мальчик пошел на хореографа. А куда бы он пошел, если бы он не художника-дизайнера? Вот если бы он не попал к нам на фестиваль, ему бы не рассказали про такую возможность. Он был кольщик, он колол татухи всем там на зоне. Подростков не берут так массово, как маленьких детей. Да и маленьких-то детей уже, я так понимаю, не особо тоже берут. Вот. А с подростками совсем... Ну, они зачастую сами не хотят. Говорят, что типа, да мне тут осталось уже полгодика, а потом своя хата. Я там накопил. Они же не понимают, что самостоятельная жизнь выглядит не так, как она выглядит в учреждении. Их не учат этому, к сожалению. Именно поэтому так опасны все эти поездки в учреждения, на праздники, на все остальное. Потому что каждый раз это лишняя демонстрация того, что как бы всегда будет какой-то человек, который приедет и подарит коробку конфет на Новый год. А когда они оттуда выходят, они понимают, что этих людей нет, их не существует. Им это никто не объясняет. И никто за них не будет стирать, и никто за них не будет оплачивать коммунальные услуги. И так далее. У тебя было искушение кого-то из этих подростков забрать в свою семью? Нет. Ни одной секунды. Почему? Потому что я понимаю границы собственной ответственности. Я понимаю, что я могу, а что я не могу. Я никогда не смогла бы отказаться. То есть взять, а потом отказаться. Поэтому для меня не вставало вопроса, что я могу взять. Потому что я не была уверена в том, что я не откажусь. Что я сдюжу. Помнишь первый детский дом, в котором ты оказалась?
Блин, нет, наверное, не помню. Но я помню первого ребенка из детского дома, которого я в своей жизни встретила. Это был глухой мальчик без имени, который лежал со мной вместе. Это вот было в Русаковской больнице, когда я вот в один из моих каких-то заходов. То ли он был Леша, то ли он был Ваня, как-то его все по-разному звали. Ему было года 4, он был глухой, поэтому он очень плохо говорил. Но он был ужасно какой-то обаятельный и всех очень любил. Мне было лет 12, и вот он лежал там, к нему никто не приходил. Он был мальчик из детского дома в грязных трусишках и майке с вечно намотанными соплями по всей роже. И я как-то очень его любила, и очень мы нежно с ним на этом тарабарском языке с ним все время разговаривали. Тот путь, который Женя прошла с девочками, вы, поскольку вы все-таки близкие подруги, вы ожидали, что это будет так тяжело? Думаю, что нет. Думаю, что к такому невозможно быть готовой. Думаю, что нет. И, Женька так точно нет. А я, наверное, просто не задумывалась. Но мы еще никакой путь не прошли. У нас еще впереди столько радостей. Но тебе, глядя на Женю, не хотелось повторить ее опыт? Нет. Я сейчас в этой паузе очень много слов произнесла внутри головы. Нет, мне не хотелось повторить этот опыт, тем более, что я этот опыт вместе с ней проживаю в некоторых ситуациях, когда бывает в этом необходимость. Что сейчас самое трудное вот в твоих разговорах с ними? О чем они спрашивают тебя? Трудно говорить правду, но не пугать. Вот что трудное. Ты знаешь, что у меня сегодня день начался? Я сегодня впервые в жизни опоздала. Не просто опоздала, я проспала на смену. Первый раз в жизни. Я проснулась в 7:03 от звонка ассистента по актерам, который сказал: «Мариеточка, у тебя там машинка внизу ждет». Ну, я не сильно опоздала. Я опоздала на 20 минут, но для меня это просто полный пиздец. Просто вообще, это прям такой супер плохо. Здравствуй, дорогой муж. Ты откуда там взялся? Я не хотел такого внимания к себе. Почему это? Вы человек, который выходили на сцену в Большой финале. черный человек, не очень русский, сел на фоне белого пятна. Как мы могли тебя не заметить? Ты вина нам нальешь, сволочь? Да. Спасибо. Сволочь мы отрежем в кадре. А и что, в кадре тоже? Конечно. Вот вам вообще не... Пиздец, вы не отрезаете, а сволочь отрезаете. Мы против того, чтобы жены называли мужей сволочами в кадре. Это интимно. Я просто за радикальный феминизм. Знаете почему? Почему? Потому что я почитал экспертизу Силантьева. Радикальный феминизм. Подождите, Саша, а вы же тоже как бы лицо вовлеченное? Вы директор этого... Не то слово. Да. Какой кошмар. Жена играет, муж директор, подруга их, как-то режиссер. К. Слушай, ты знаешь, она уже привыкла, что мы над ней на эту тему шутим. Она уже настолько, мне как-то кажется, расслабленно к этому вопросу относится. Но она победила. Она победила, блин, ее все СМИ называют режиссеркой. И, процентов 20 человек только из всего вот этого потока информационного говнится на эту тему. 20, Катя! А пару лет назад их было 98. А как так вышло, что вы с мужем работаете в одной организации? Мы с мужем учились в одном институте на одном курсе. Потом мы каждый поженились по своим этим. Потом мы порожали детей по своим семьям. Потом мы оба разошлись. Потом мы нечаянно немножко встретились, водки выпили, и все. То есть опять Беркович виновата? Нет! Между прочим, это тот самый случай, когда продюсер попал в проект через постель, а не наоборот. Это я его привела сюда, а не он меня. Прикинь? А? Как тебе такое? Радикальный феминизм. Да, это он. Радикальный. Что такое театр дочери Сосо?
Кто этот Сосо вообще? Ой, слушай, это наша боль. Мы когда репетировали считалку, мы шутили, что мы Виа Либидо, дочери Сосо. И вот эти дочери Сосо. И вот буквально там зарегистрировалось это все как-то, все случилось юридически, и через там день или два Женя вдруг узнает, что Иосифа Виссарионовича Сталина звали Сосо. И Женя такая... Что-то мы как-то... Что-то пошло не так. Вот. Но уже было поздно, но мы остались дочерьми Сосо, но мы, конечно же, дочери Сосо Павлиашвили, а не Иосиф Виссарионович. Сейчас это выглядит как очень классный маленький европейский театр. Ты можешь сформулировать концепцию этого театра? Я не могу за художественную руководительницу и директора это произносить. Это их, скорее, слова, но я слышала от них, что концепция заключается в том, что Женя в какой-то момент сказала: я хочу работать только со своими друзьями. Спектакль «Считалка» вообще появился в тот момент, когда Женя решила, что она больше не будет работать режиссером. Она просто собрала людей, с которыми ей был бы кайф это сделать. И потом как-то вдруг случилось, что надо делать из этого спектакль. И вот она, окей, окей. Но только вот с теми, с кем я хочу работать. С кем я разговариваю на одном языке. У вас, у артистов, есть право что-то говорить по поводу пьес, по поводу постановок? Потому что вы же играете, собственно... Ты про худсовет? Нет, я про режиссерку, значит, в рабстве, у которой вы находитесь. Ну, это мы шутим, что она у нас фюрер, но на самом деле она же не делает ничего против нашей воли. У нас нет никакого насилия над жопой деда Василия вообще никогда. Ну, то есть, типа, хочешь – кайф, не хочешь – спасибо, пока. Но я что-то не припомню ситуации, в которой у нас кто-то сказал «не хочу». Ну, все хотят. А то, что тебе все время достаются мужские роли в ее спектаклях. Так это ж кайф. Ты чего? Мне никогда не доставалось столько актерской свободы, сколько мне достается с Женькой. Правда, и папаши, и менты, и все остальные товарищи. И в этих самых, в считалке у меня тоже пацаны, всякие деды тоже, и все остальное. Но это же гораздо интереснее, чем просто вышла, слова сказала, поплакала. Ну, вообще девочки идут в артистки, чтобы героинь играть. Да? Я не знала. А как так получилось, что ты работала в театре у Никитских ворот, ты работала в театре на Малой Бронной, а оказалась ты в театре дочери Сосо? В театре Модерн еще я работаю. Нет, слушай, я маниакально люблю свою профессию. Вот прям, даже когда это вообще без взаимности, я люблю. Я все время всем недовольна, мне все время кажется, что все очень плохо, я не могу на себя смотреть. Я в какой-то момент мне сказали: почему ты не ходишь, когда вот в кино снимаешься, почему ты не ходишь смотреть плейбэк? Я пару раз сходила, впала в жуткую депрессию, чуть не сдохла. Стала пить лекарства. И я решила: да ну вас в жопу. Вот вам нравится на это смотреть, вы меня берете на работу, вот и смотрите. Мне нравится это делать. Чем это от меня дальше, чем персонаж от меня дальше, тем мне интереснее, чем мне сложнее, тем мне интереснее. Я вообще считаю, что это самая лучшая профессия на свете, потому что ты за одну свою жизнь можешь научиться такому количеству колоссальному всего на свете, прожить 800 этих жизней, если повезет. И артисткой побыть, и врачом, и психологом-профайлером, и, понимаешь, я не знаю, кем еще, убийцей, секретаршей. Но когда ты шла в артистки, ты думала скорее о театре или скорее о кино все-таки? Да обо всем. Я очень жадная на работу. Я очень люблю и то, и другое. Это невозможно вот взвесить и посчитать, где чего больше, где чего меньше. И тут вроде много кайфа, и есть куча своих каких-то неприятных плюшек, но и здесь все то же самое. Они просто другие. Это как подушку с борщом сравнивать. Какой твой любимый мамин фильм? Ой, вот это сложно. Есть же еще такая вещь, как хорошая работа в плохом материале. Мы сейчас про «Золотую мину». Я считаю, что это самый сексуальный момент во всем советском кинематографе. Для тех, кто не видел, это сцена, сколько она там длится, 3 минуты? Ну, немного, да меньше. Сцена встречи Любови Полищук с Олегом Далем. 2 великих актера советского кино встречаются и играют что?
любовь, презрение, я не знаю, все что угодно. Значит, мама рассказывала, что было так. Она пришла на площадку, это был первый съемочный день, она пришла на площадку и увидела, что какой-то было такое, знаешь, вот когда ты ничего не слышишь, но ты видишь, что там, у тебя за спиной как-то все на тебя немножко аккуратно показывают пальцем и говорят. Короче, ты понимаешь, что что-то, сука, не так. Что-то не так. И она никак не могла понять. И вдруг она как-то краем глаза услышала, что режиссер картины просил блондинку 1,60 м с зелеными глазами. Пришла мама, брюнетка с голубыми глазами и ростом. И как бы, что вы мне привели? Вот это вот. А это, понимаешь, тогда это так вот, типа, сейчас я алло сделаю, и прибежит другая, еще 50 блондинок прибежит. И мама, значит, естественно, в ужасе, Олег Даль, вот это все. И она рассказывала, что он подошел к ней, вот так вот встал, долго на нее смотрел в глаза. Да, блин. Потому что видел, что она в ужасе. И сказал, все будет хорошо. И она пошла в кадр. Я не знаю, может, это байка актерская, но красивая, скажи. Очень красиво. Есть ощущение, что мамина судьба в кино из-за того, что она попала в это дурацкое время, промежуток без времени, не сложилась так классно, как могла бы? Конечно. Ну, она не только из-за этого не сложилась. И этот промежуток, и тот промежуток, который, когда кто-то сказал, что у нее лицо не советской женщины, а надо было снимать только лицо советских женщин. То есть у нее как бы и там некий мимо, и тут некий мимо. То есть мне, по большому счету, главных ролей, ну, в общем, любовь с привилегиями, да и... Дедушка, мамин папа, посмотрел, все-таки понял, что да, ну, все-таки это профессия. Сначала как-то они так к этому относились, такое, потом так посмотрел, говорит, ну, Любка, ну вот еще ты подергайся, а потом-то и все, профессии-то и нет. Мамина роль какая у тебя любимая? Вот та, которая прям для тебя шедевр. Вот я не могу тебе сказать. Потому что я все равно не могу абстрагироваться от того, что мама – это мама. Я очень была реально с детства обижена на Тихонова за то, что он ее обижал в кино. Я до сих пор, мне, почти 40, сука, лет, я до сих пор не могу его за это простить. Хотя я прекрасно понимаю, что это говорит только о том, что он великолепно сыграл. Понимаешь? С точки зрения как бы профессионального какого-то взгляда я не могу прикопаться ни к одной маминой роли, вот что где-то что-то было не так. Вот эта вот пустота 90-х, она даже там, вот все, что она делала, я не вижу в этом как бы ни одного места, за которое можно было бы прищуриться. А выбрать из этого всего, ну, тоже сложно. Понимаешь, невозможно выбирать между эпизодами и там какими-то большими ролями, комедией и какой-то драматической ролью, обезьяничанием абсолютным или там каким-то, я не знаю, спокойным, проходным чем-то. Я очень любила спектакль там же тогда же Трушкина, который играла сначала Татьяна Васильева, а потом мама с Райкиным. Вдвоем, на двоих они его играли. Это такая пьеса про мужчину и женщину, которые встречались раз в 10 лет в одном и том же месте. Рассказываю, у меня мурашки, смотри, дыбом встала. И его нет в записи этого спектакля. Его никто не снял, к сожалению. До 10, что ли, моих он шел. Я очень любила, я плохо понимала, но очень любила спектакль «Пришел мужчина в женщине». Вот он есть в записи, он здоровско снят, и он прям как такой настоящий телеспектакль. И там фотографии мамины стоят, настоящие с Лёшкой. Я очень любила спектакль «Чё это ты во фраке?». Я его знала наизусть. И знаю по сей день наизусть. Этот спектакль игрался уже очень много лет потом. И там и Гурченко, и... Настя Сапожникова, наша из «Дочерей Сосо», которая в «Финисте» играет судью, играла. Я не очень помню, как так получилось, что я одновременно с тем, как я поступила в институт, я начала работать почему-то в театре школы современной пьесы. И я репетировала там в спектакле «Вредные советы» детском
по Постеру. По Остеру, да, соответственно, в мюзикле. И я помню, что вот была какая-то безумная затея, что я должна была, значит, репетировать «А чё это ты во фрайке?». И у меня даже было несколько музыкальных репетиций. Сейчас ты... как из какого-то фильма вот это. «Люся, ты умрешь». С Оскаром Кучерой я репетировала. Какая жизнь поворотливая. Ваш П! Вот. Пару раз мы с ним репетировали эти парные, значит, эти песни, пляски. Но потом стало очевидно, что совершенно невозможно сочетать первый курс института и работу в театре. И как-то я оттуда... А я серьги забыла надеть. Я их сняла и забыла надеть. Можно я надену серьги? Надевай, конечно, да. Нельзя лишать комментаторов в Ютьюбе удовольствия прокомментировать, что я все сережки потеряла. И вот самые мои любимые комментарии – это про то, что я потеряла все сережки, потому что они всегда у меня все разные, всегда. As you know. Вот. И второе – это вообще бомба. Я укоротила нос, чтобы ты понимала. Нет, но сейчас, слава богу, она укоротила нос. Слава богу, она, хоть не такая страхуила стала. Было же вообще невозможно. Но теперь она пластику-то поправила. Конечно, слава богу, стало ничего. Я думаю, ребята, а какая я была до этого? Вот мне просто самой интересно, вот что было с моим носом, если это его укороченный вариант? Вот мне просто интересно. Расскажите. А ты же в детстве была лунатиком. Да, я и сейчас, как выясняется, иногда бывает, поговорю. Я только вот с утра просыпаюсь такая, опа, как это я тут оказалась? Это удивительно. Последнее, что я помню, вот прям совсем ногами, что я сделала, это я утром проснулась у Гриши в кровати. Это было лет 5 назад, наверное. Я проснулась у сына в кровати. Совершенно не понимая, без алкогольного вечера, без, боже сохрани, никаких вообще запрещенных препаратов, я их вообще не принимаю. То есть просто вот я просыпаюсь, почему-то я здесь, как провал в памяти. Я говорю, Гриша, а как я тут оказалась? Он говорит, а ты не помнишь? Я говорю, нет. Говорит, ты пришла среди ночи и сказала там, Степа и Наташа заняли мою кровать, я буду спать здесь. Двигайся. Гриша говорит, я и подвинулся. Вот. А в детстве тоже всякое было забавное. Самая моя любимая история – это про то, как я тоже утром просыпаюсь, думаю, какой-то... это, наверное, не надо рассказывать. Короче, я просыпаюсь, думаю, какой интересный сон мне приснился. Пап, прости меня, пожалуйста, за то, что я это рассказываю. У меня папа будет ругаться. Не будет. Мне приснилось, что ночью к нам с мамой пришел какой-то путник, и мы его пустили ночевать на постой. Нормальная ситуация в московской квартире. И как-то потом мне приснилось, что я зашла к маме в комнату, а этот путник, значит, с мамой в комнате в ее кровати. И я начала кричать, что мама, как тебе не стыдно, как же папа, вот это все. И мама меня как-то выгнала, и думаю, какой бред вообще, какой-то сон странный. Собралась, пошла в школу. Возвращаюсь домой после школы. И мама так с хитрецой на меня. Супчик мне ставят. Я говорю, что такое-то? Говорит, а ты не помнишь? Я говорю, нет. Я зашла к ним в комнату с папой, в чем была рождена. А мне уже лет 12, видимо, было. То есть как-то уже... И начала орать на папу, что «Мама, как тебе не стыдно? А как же папа?» Потом развернулась и ушла обратно в комнату. Потом мама еще рассказала, что совсем в детстве она проснулась ночью от того, что откуда-то доносится крик «Бабки-ешки, нападают!» Она включила свет. Это было где-то в каком-то доме отдыха. Она включила свет, а меня нету в комнате вообще. «Где ты, Маша? Бабки-ешки, спасайся, кто может!» И мама меня нашла. Я забилась в угол под кроватью и орала оттуда. Шашкой размахивая.
У меня Гриш то же самое делает. Он вскакивает и начинает оголтело. Слышишь, у него вот такие вот глаза безумные. Ай, срочно надо куда-то бежать, что-то делать. Надо, понимаешь? И потом эти слова, которые формируются в какое-то странное предложение, которое никогда потом на утро, к сожалению, не можешь запомнить и воспроизвести, потому что это очень смешно, то, что они говорят во сне. С какого раза ты поступила в театральный институт? Со 2-го года. Я не знаю, с какого это раза считается. Ну, ты же поступала первый год во все. Во все. И меня брал Бродин на платное место. А почему ты оскорбилась? А почему ты решила, что я оскорбилась? Я вообще не пошла в тот год в институт, хотя я могла пойти и к Бродину, и на эстраду, куда меня тоже взяли, на какой-то мифический курс типа Юрского, но при этом Юрского там не оказалось в результате никакого. И, в общем, это была какая-то чухня. Потому что я слетела с последнего тура у Сергея Васильевича Жиновача, к которому я очень хотела. Как бы оставалось одно место. Один лишний человек. И этот лишний человек оказалась я. Я рыдала, бросалась, как Анюта Каренина, под поезд. На Арбатской. И это... А вот ты приходишь домой и говоришь: мама, папа, я не пойду в институт. Ты же поступил. Нет, я не пойду, я хотела к Жиновачу и только к Жиновачу. Хорошо. То есть никто тебе не сказал, что пойди сначала сюда, посмотри, что там будет у Бородина? Нет, мне сказали: хорошо, но ты не будешь сидеть, ничего не делать. Я сказала: я не буду сидеть и ничего не делать. Я пойду, получу какое-нибудь что-нибудь еще. Я пошла, получила диплом флориста-дизайнера. Работала им же. Занималась английским, занималась вокалом. Ну, то есть я не сидела на жопе ровно целый год. Потом готовилась опять к поступлению и пошла поступать опять. С марта или там с мая, апреля. А почему говорят же, что фамилия, особенно в таком театральном мире, открывает многие двери? Тебе, получается, не открыла? Ну, если бы я захотела бы, может быть, и открыла бы. Я просто не хотела. Что, поступала под чужой фамилией? Нет, я поступала под своей фамилией. Я имею в виду, что не моя же фамилия, а мамина фамилия подразумевается. А мамина фамилии, во-первых, у меня тогда еще не было, она появилась после института. Во-вторых, там анкета же, когда ты поступаешь на самом первом туре, была графа отец, мать, типа кем работают. Я писала прочерк. Я писала папа художник и просто ничего не писала в графе мама. То, что врать я не люблю, а писать актриса, значит, тогда будут спрашивать, какая актриса. А я не хотела говорить. Но когда спрашивали, я говорила. Типа, а почему прочь? Когда ты поступила, ты себе представляла, кем ты будешь? Какой актрисой ты будешь? Как кто? Не представляла и не представляю. И я вообще до недавнего времени очень плохо могла себе позволить произнести, что я актриса. То есть мне трудно было, вот если я знакомилась с людьми, меня спрашивали, кем вы работаете, сказать, я работаю актрисой, я не как-то стеснялась всегда. Ну, потому что как-то... актриса – это человек, который снимается в кино, много работает. А я как-то все время, мне казалось, что я как-то по чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И как-то неловко мне было всегда. Мне и сейчас неловко. Просто ты меня спрашивала про внешность. Я научилась с этой неловкостью сосуществовать. Когда ты выучилась на флориста, что ты научилась делать? Я умею составлять букеты, любые абсолютно, классические, круглые, прямые, мужские, женские, такие, сякие. Могу оформить помещение при необходимости, там свадьбы, фигадьбы, вот это вот все. В какой-то момент мой приятель попросил ему помочь немножко, последить за его холодильником цветочным. Но я не могу просто помочь, поэтому я увлеклась. И у меня было там мало работы, только там несколько спектаклей каких-то я играла в театре, и все. Я, значит, стала активно заниматься этим его холодильником, который находился в автомойке и шиномонтаже на Волгоградском проспекте. Я стала делать букеты на заказ под конкретного человека. То есть я брала небольшую характеристику
И мне рассказывали там что-то о человеке. Я делала человеку, конкретному человеку букеты. Из чего бы ты собрала букет для Жени Беркович? Розовая, пушистая, мягкая, фрезии, белые пионы. Я понимаю, что со стороны всем кажется, наверное, что Жене надо что-то какое-то колючее, жесткое такое. Вся. Нет. Это не знамя. Это очень нежная девочка, которая очень любит розовый цвет, блестящие колготки и носочки, в ванне свечку поставить, чтобы свечка тоже была розовая, и чтобы все было пушистое. Не плачь. Ты себе говоришь? Нет, тебе. Я на тебя смотрю, на твое лицо, и говорю, не реви. Вы с Женей друг друга мама называете? Да. Это что вообще за... Не знаю, так получилось. Не знаю. Я не знаю, как так получилось, но как так получилось. Ну, есть такое, типа, эй, мать! Ну, как-то грубовато. У нас получилось мамуль, мамуля, мамулина. Сейчас заплачу. Скучаешь? Конечно, скучаю. Мне очень помогает то, что, видимо, в силу моей активной деятельности и моего характера я на себя довольно много взяла, там, с координацией, со всеми этими вопросами. Мне очень помогает эта деятельность. Мне некогда совсем впадать в тоску. У меня был момент, когда я возвращалась из Питера, навестив Женину бабушку, когда девчонок только-только забрали. И вот эти вот проклятые 4 часа в Сапсане, когда ты вдруг остаешься, в общем, парадоксальным образом наедине с самим собой. Вдруг меня отпустило. Вот это вот ты бежишь, потом вдруг останавливаешься, и вдруг ты понимаешь, господи, какой кошмар. Вот в этот момент мне стало... И я поняла, что не-не-не, мне нельзя останавливаться. Я побежала дальше. И все. И вот я так и бегу. Бегу. И на этом и держусь. Твои функции по отношению к Ане и Кире каковы сейчас? Тетя Мариетта. Мы каждый день приезжаем. У нас есть чатик. Один чатик Сова, Коля и я. Это чисто такой взрослые разговоры. Есть чатик с детьми. Есть чатики с этими родительскими, школьными вот этими вот всеми колледжами, штуками. У меня же еще есть свой сын, вообще-то. И 2 собаки, и 2 кота, и муж, и... Хорошая последовательность. Нет, именно логичная последовательность, потому что я не могу как бы все это на эту последовательность вот просто взять, свалить и оставить. Сейчас школы не будет попроще, потому что я Гришку смогу забирать к девчонкам, и плюс лагерь там какой-нибудь они поедут, у нас может быть трали-вали. А там, глядишь, может быть, и чудо какое случится, и Женю отпустим домой. И Аня, и Кира – это девочки с особенностями? Ну, Киры нет, у нее... Скорее, это педагогическая запущенность и следствие жизни в детском доме. У Аньки, да, у нее действительно есть диагноз инвалидности, все вот это все есть. Да. Я спрашивала, чтобы узнать, каким образом вы им объяснили, что вообще происходит, какого черта мамы нет дома? К сожалению, эта фигня происходит с нами не первый раз. 24 февраля прошлого года уже однажды случилась эта история, когда мама неожиданно не оказалась дома. Ну, тогда это было все-таки на 15 суток. Да, но сам факт события происходил. Как есть, так и объяснили. Ну, они видят, они не слепые, не сумасшедшие. Они видят, что в дом вошла полиция. Полиция совершила обыск, у них отняли телефоны, компьютеры. Маму забрали и увезли. Телефоны отняли и у девочек тоже? Да. Что тоже повлекло за собой некоторые проблемы, потому что когда у 2 подростков отбирают одновременно и маму, и телефон, такое себе, прямо скажем. Объяснили, как есть. Ну что, типа, ребят, вот такая вот случилась засада, ерунда какая-то, потому что, абсурдность обвинения и все остальное незаслуженно, и все вот это. Естественно, Сова, Коля, я, это вот, самые такие родные им люди. Мы рядом, мы никуда не денемся. Очень много людей, которые рвутся вам помогать, и рвутся вас забирать к себе в гости, и все остальное. Вот, кстати, вот
Пользуясь случаем, хочу сказать, что все девочкам было передано. Они просто сами сказали, что ужасно осознанные дети у нас оказались. Они обе сказали, и даже Аня, обе сказали, что не-не-не, нам толпы не надо. 2 строя, и вот нам хватит. Им вообще в жизни, детям после детского дома, после нескольких приемных семей, им очень важна какая-то стабильность. Потому что если из этой стабильности вдруг отламывается какой-то кусок, то им сложно балансировать. Поэтому максимальные наши усилия по отношению к девочкам, они сейчас направлены именно на то, чтобы эту стабильность удерживать. Ту стабильность, которую мы можем себе позволить. Поддерживать отношения с Женей, так-сяк. Какие-то девочки передают слова через адвоката, Женя передает слова через адвоката. Как-то вот так вот какая-то такая коммуникация, что мама есть, мама никуда не делась. До сих пор не дали Жене разрешения на звонки. Хотя в первые же дни было подано ходатайство с просьбой о звонках детям и бабушке. Потому что бабушка старенькая совсем, и у нее здесь, кроме Жени, в общем, никого не осталось. Сестра уехала, Женин папа в Израиле уже много лет. В общем, конечно, Женя – это здоровенная часть гравитации, на которой держится Галина Львовна. Вы спрашивали специалистов, которые в том числе наблюдают за девочками, каким образом может на их здоровье, на их психическом состоянии сказаться отсутствие мамы, тем более долгое, тем более с непонятным сроком ее возвращения? Конечно. Я постоянно на связи с обеими психологами. И у Ани есть психолог, и у Киры есть психолог. После каждой их сессии мы это обсуждаем, мы как-то пытаемся лавировать. Какие могут быть дальнейшие действия, последствия, какое состояние, главное, чтобы был какой-то контроль над состоянием, чтобы не случилось неожиданности в виде «ох, ты же ядрен батон сорвало», потому что, сорвать может. Они понимают, что у этого ареста на сегодняшний день нет срока окончания? Я думаю, что мы стараемся до них донести, что это все очень скоро закончится. А что будет, если не закончится? Именно поэтому мы не говорим о датах суда, апелляции, чтобы не было этой даты как некая звенелка, которую ты ждешь, которая, если не зазвенела, то ты умер. Поэтому давай поступательно. Если сейчас предположить то, что ты говоришь, то, в принципе, можно просто опустить руки и перестать вообще что бы то ни было делать. А зачем? Поэтому мы верим в то, что у нас все будет хорошо. И очень скоро. И Женя будет дома. И Света тоже будет дома, просто мы сейчас говорим о Жене. Я Вифлеемский мент. Пришел проверить ваш документ, а то понаехали со всего свету, Ирода на вас нету. Великую империю просрали, никто нас не уважает, рожают себе и рожают, с места на место переезжают. Нашли в то же время для угрозы национальной безопасности в самый сложный момент. Должен ли быть театр зарифмованным с текущими событиями? Вообще театр, в принципе, никому ничего не должен, как и дети никому ничего не должны. Ты можешь прийти в театр, чтобы отвлечься от того, что происходит вокруг тебя, как зритель. Угу. Но ты как артист, каждый день приходящий в театр и работая там, если ты постоянно начинаешь отвлекаться от того, что вокруг тебя происходит, ты перестаешь быть честным. А честность, мне кажется, очень важна. Она в глазу у артиста находится. Если ее не вижу, то я перестаю ему верить, независимо от того, кого он играет. Убийцу, подонка или прекрасного, доброго человека. Я не говорю о том, что все спектакли должны быть строго только про сегодня. Но то, что ты должен иметь возможность хотя бы иногда произносить те слова, которые ты считаешь важными, это я считаю важным.
Коридор возможностей в связи с тем, что возникают самые разные статьи Уголовного или Гражданского кодекса, самые разные предписания Роскомнадзора. Коридор возможностей с метафорами, с шутками, с сатирой, он сужается? У меня нет. Да не за что на нас доносить. Пускай доносят, если хотят. У нас все чисто и честно. У нас нет состава преступления ни в одном из наших спектаклей. Мы не нарушаем ни одного закона. Мы нигде никому ничего, ни про кого не говорим плохо. Мы не оскорбляем ничьих чувств, никаких верующих, любых этих, как они называются, религий. То есть ты считаешь действительно, что вы сможете выжить вот в этой ситуации сгущающихся туч? Вот сейчас выйду из вашей студии, мне кирпич на голову упадет. Я знаю, что я делаю сейчас и делаю там сегодня вечером. Что будет завтра, я не знаю. Сегодня это очень сложно прогнозировать вперед дальше, чем до вечера. Ты же знаешь. Валить надо. Уезжать. Да. У меня двойное гражданство. Вавилон. Тебя твой Вавилон выдаст по первому чиху. Того петуш принять не успеешь. Давай, вперед. Чемодан, вокзал, Вавилон. Прямо и налево там. Налево. Ну, можно в Египет. Сейчас все туда едут, соединяемся. Да, это 3 суток на границе. Минимум. И не факт, что пустят. И кому мы там вообще нужны? Да. А здесь кому мы нужны? Здесь мы нужны Ироду. Это был риторический вопрос. У тебя правда 2 собаки? Да. Откуда? Дворняги. Но они такие клевые. Есть такой Инстаграм, называется Котофейский. Я на него несколько лет уже как подписана. Там все время девочка собирает всех вот этих брошенных щенков по всем этим старым заводам. И собирает эти коробки со щенками, и потом их там прививает, раздает по передержкам, и потом пристраивает. И я очень боялась и не хотела, и как-то я понимала, что собака нет, я не могу, собака нет. И тут вот эта вот собака, которую у нее вот такие уши. Просто вот такие вот уши. И я ее показала мужу. Я говорю, смотри, какие уши. И вдруг неожиданно Шура, который говорил, я никогда... Хочешь собаку, заводи собаку, но я с ней гулять никогда не буду. Говно убирать никогда не буду. Это будет... Я буду ее любить, гладить, целовать ей пузико, а ты вот это вот все будешь делать. И поэтому я не заводила собаку. А тут он говорит, поехали познакомимся. Я говорю, я не буду. Потому что ты не будешь, а я одна не буду. Я тоже не буду. Ладно, хорошо, я буду с ней гулять, сказал Шура. Что для него вообще нонсенс. Он ненавидит гулять с собаками. И мы, значит, поехали, познакомились, тут же влюбились. Все это была вот такая вот штучка, меньше, чем наш кот. У меня еще 2 кота же. Тихо. Ты должна все-таки выбрать, с кем ты. С собаками или с котами. Не должна. Почему? Милосердие или справедливость – это такой же важный выбор. Знаешь что? Ибо, не начинай. И мы, значит, поехали, все, у нас появился щенок по имени Жужа. Очаровательный щенок, все замечательно, все прекрасно. Проходит 2 недели. Я опять листаю Инстаграм в какой-то момент ночью и обнаруживаю там такие же точно уши, только другого цвета. И я пишу там в комментариях, я говорю, это наша сестра? Она говорит, да. Я говорю, И на этой фотографии написано, что вот ее до сих пор не нашли родители, людей. Через пару дней у нее заканчивается передержка. И я говорю, конечно, не будем брать 2-ю собаку, это смешно. Но утром все равно я показываю, я говорю, ты представляешь, там еще нашу сестричку. Потом выяснилось, что их вообще 10 щенков было в этой коробке. И я говорю, Шур, ты представляешь, вот там у нашей сестрички передержка заканчивается. Вот передержка. Передержка же. Передержка, не брать, это передержка, на пару недель. Он говорит, покажи. Я говорю, мы же не будем 2-ю собаку брать на передержку. Ты чего, Шур, что ты... И Шур такой говорит, поехали. В общем, теперь у нас 2 собаки. Вот с такими ушами.
Что из своего детства ты взяла в детство своего Гриши, а чего в нем никогда не будет и чего не было? К сожалению, зачастую я ловлю себя на том, что я взяла многое из того, что мои родители как бы строго делали со мной, в чем я убедилась, что это не сработало, и все равно я это тяну за собой. Например? Да? Какие-то излишние запреты, например. Ну, потому что у меня вот этот вот страх и эта фобия по поводу того, что мы не успеем с ним подружиться, как я не успела с мамой подружиться. И для меня очень важно, чтобы он, когда меня не станет, чтобы он всегда мог про меня сказать, что мама мой друг главный. Мне это жутко важно. Но при этом он начинает борзеть. Ну, ему вот сейчас ему 12, он начинает борзеть и превращаться в отвратительного подростка. И тут надо все равно периодически ему напоминать: чувак, мы все-таки немножко по иерархии с тобой чуть-чуть. И вот этот вот баланс, это жутко трудно соблюдается, и зачастую, конечно, не соблюдается, потому что мы все время сваливаемся то в одну, то в другую сторону. Какие-то вещи, связанные со строгостью, это из моего детства, которые со мной не сработали, но я зачем-то их повторяла. Сейчас стараюсь меньше. И чего никогда не будет в его жизни? В его жизни, вот это удивительно, они совершенно не понимают, наши с тобой дети, как это, когда нету возможности с человеком моментально связаться. Когда я была маленькая, и мы с папой, чтобы позвонить маме, мы из дома шли на почту в Коктебеле, там стояли в очереди, чтобы взять монетку и забронировать эту будку, а потом звонили на домашний телефон маме. Ну, ты понимаешь, как это работает? А он вообще не понимает, как это. То есть ему можно это объяснить, он это прочел в книжках, он видел это в кино, потому что он смотрел много всякого старого кино, я ему показываю. И книжки там он хорошо читает, и все остальное. Но одно дело это прочитать, другое дело в этом пожить. Вот этого никогда не будет в его жизни уже. Ну, если не случится, я не знаю, динозавры снова не вернутся. Что после смерти вообще? Не знаю. Ты вообще про это не думаешь? Стараюсь не думать. Боюсь. Пока ребенок не вырастет, очень боюсь. Очень боюсь, что со мной что-то случится, что я не успею додать Гришке то, что я должна додать. Или сделать. Вот у меня, когда появился ребенок, у меня появился иррациональный страх смерти. Его не было до этого. Я стал бояться летать в самолетах. Я стараюсь про это не думать. Я стараюсь не проецировать на себя и на свое будущее какие-то болячки. И сказала она, и щёрбнула носом. Какое твое самое счастливое воспоминание детства? Коктебель, дом, море. Я ездила туда с бабушкой, с дедушкой. Ну, дедушка, у него было больное сердце, он редко приезжал, но был тоже. Ну, и мама с папой тоже приезжали. Вот это моя любимая природа. Я вообще люблю очень водичку, как Иосиф Александрович ее называл, любую. Но если выбирать между речкой и морем, то, конечно, море. И если выбирать между вот этими вот песчаными огромными пляжами или горы, то горы. Вот это идеальное для меня сочетание. Гора, море. Что ты сделаешь, когда Женя и Света окажутся на свободе? Ой, напьемся! Ой, ой, ой. Я думаю, что мы крепко напьемся все вместе. А потом? А потом? А что потом? Хинкал с котом. Как говорит Наташа Горбас в спектакле «Считалка». А что потом должно Всё. случиться? Ну что ж, выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Не буду. Свобода или стабильность. Не буду. Правда или безопасность. Я могу тебе ответить цитатами из спектакля Жени Беркович «Наше сокровище». Справедливость или милосердие?
милосердия, да? Вот если кто-то от голода, там, от нужды, например, да, украл кусок пресной лепешки, да? То простить его будет справедливо, ибо милосердно, и милосердно, ибо справедливо. Верно? Верно. А если какая-то сволочь, напившись крови вдов и сирот, построила на народные деньги дворец там себе, не знаю, то тут, конечно, можно помилосердствовать. Можно, нет, можно. Но это будет уже несправедливо, и вообще пошел он в жопу. С тех пор у нас появился еще один новый вопрос. Родина или истина? Я вообще не вижу противоречия. Бывает, что Родина не права, а бывает, что истиной нужно пожертвовать... Смотря что ты называешь родиной. А что ты называешь Родиной? Свой дом, свою страну, в которой я живу, географически, людей, которые рядом со мной, свою семью, людей, которых я люблю. И что ты тогда выберешь? Этих людей или ту истину, в которую ты веришь? Это вот очень сложный вопрос, потому что, условно говоря, если мой ребенок совершает преступление какое-то, действительно преступление по реальности, не странная история какая-то, а буквально преступление, я буду его осуждать, но я останусь с ним до конца. Это невозможно выбрать вне контекста. В какой-то ситуации я выберу истину, в какой-то ситуации я выберу человека. Ты рассматривал для себя ситуацию? И вообще, нет. Я всегда выберу и человека, и истину. Я не вижу в этом противоречия. Потому что я, если мне надо, найду истину для того человека, ради которого я за него остаюсь. Сюда почти не долетает пух, хотя в Москве он, говорят, везде. А ведь дороги в город не больше 2 или даже часа при быстрой езде. А когда мы стоим посреди прогулочного двора, там почти не чувствуется жара и почти не слышно, как говорят «пора», почти не грубые дежура. Снится почти непризнанная вина, снится почти живой силуэт кота. После отбоя лампа всего одна. Это почти полная темнота. Под нашим окном прорастает мох на расстоянии зарешеченного плевка. Сюда почти не залетает Бог. Так, приглядывает слегка. Хочется отвернуться, но ты смотри. Хочется подписаться, но ты прочти. А свобода, она все равно внутри. И не заканчивается. Почти.